Для большинства поклонников марки BMW в первую очередь это пятая серия. И это неспроста. За многолетнюю историю этот автомобиль успел завоевать сердца миллионов, стать самым продаваемым бизнес-седаном в классе и получить многочисленные награды за лучшие моторы. А вершиной всего этого служит то, что это практичный, комфортный и динамичный автомобиль. Мы уже делали обзор на пятую серию, начиная с первого поколения E12 и заканчивая текущим поколением в кузове G30 LCI. Но сегодня мы рассмотрим пятую серию как автомобиль на каждый день. Каким же критериям должен отвечать автомобиль на каждый день? В первую очередь, он должен быть комфортным и практичным. Удобство в пользовании – это основа. Далее, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Это в генах у BMW. А где скорость, там и безопасность. И, наконец, автомобиль должен выглядеть классно. Давайте разберемся в этих трех критериях. Начнем с комфорта и практичности. Дизайн интерьера новой пятой серии выполнен в фирменном стиле BMW. Здесь все – и торпеда, развернутая в сторону водителя, и драйверская посадка, и органы управления расположены в интуитивно понятных местах. Но неужели это все, что нужно для автомобиля на каждый день? Конечно же нет. Осмотревшись вокруг, понимаешь, что годы, потраченные на разработку автомобиля, прошли недаром. Отличительной чертой именно G30 стали возросшие габариты не только снаружи, но и в салоне, что дало ощутимый прирост пространства для ног задних пассажиров, увеличилось также и багажное пространство, куда еще отдельно вы можете заказать опцию складывания сидений второго ряда. Это было небольшое отступление, давайте вернемся в салон. Как всегда в плане оснащения BMW нету равных. Здесь все, и цифровой щиток, и огромный центральный монитор, проекция на стекло, четырехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция кресел, обогрев зоны подлокотников, обогрев руля, множественные варианты обивки интерьера, начиная с базового тканевого и заканчивая кожаным салоном с обивкой панелей, а также в верхней части дверных карт. А галерея BMW Individual расширяет эти возможности безгранично. Подведя итог по интерьеру, автомобиль очень дружелюбен к повседневной эксплуатации. Все мелочи в совокупности дают вам невероятный комфорт от каждой минуты, проведенной в автомобиле. От удобства перейдем к удовольствию от вождения. Но какой комфорт обходится без уверенности в автомобиле после нажатия на педаль газа? Автомобили BMW всегда славились своей динамикой и отточенной управляемостью. На этот случай для вас заготовлена целая гамма двигателей, отвечающая любым вашим потребностям. Из бензиновых это 2 двухлитровых 4-цилиндровых, 1 3-литровый 6-цилиндровый и 1 V8 4,4 литра. А из дизельных это 2 двухлитровых 4-цилиндровых и 1 3-литровый 6-цилиндровый. Сегодня в наших руках модификация 530i X-Drive. Мы имеем 2-литровый турбомотор на 252 лошадиные силы и 350 ньютон-метра и полный привод с приоритетом на заднюю ось. Давайте замерим динамику. При замере динамики разгона до 100 км в час нам не удалось достичь заводских показателей. Но нужно учитывать тот факт, что за бортом было плюс 35 градусов, а в автомобиле сидело 2 человека. Довольно неплохо для среднеразмерного седана весом почти 1800 кг. Кстати, такой относительно небольшой массы инженерам удалось добиться за счет большего использования алюминия в конструкции. И по сравнению с предыдущим поколением F10 автомобиль похудел аж на 100 кг. Что же по расходу? За это у нас ответственна 8-ступенчатая коробка ZF, которая имеет 3 режима настройки – комфорт, спорт и эко-про. Они меняют не только алгоритм работы трансмиссии, а также двигателя и рулевого управления. Комбинированный расход в городских условиях, заявленный заводом, составляет 7,5 литров на 100 километров. Но учтем, что автомобиль заточен под получение удовольствия от вождения и обладает достаточно хорошей динамикой, что будет провоцировать вас придавливать педаль чуть сильнее, чем обычно. На выходе мы получим расход в 9-10 литров.
В общем, динамика и управляемость остаются фирменными чертами марки. Вам лишь остается выбрать подходящий для вас двигатель. В любой ситуации хочется чувствовать себя в безопасности. В 5-й серии есть и это. Дорога – вещь непредсказуемая, и безопасность автомобиля и вашей жизни являются главным приоритетом. По результатам краш-тестов Euro NCAP 5-я серия получила 5 звезд. Но помимо пассивной безопасности существует и активная безопасность. Основным назначением таких систем является помощь водителю в монотонных дорожных условиях, а также предотвращение ДТП в случае аварийной ситуации. Такие системы называются ассистентами вождения и опционально предлагаются в двух вариантах. Вариант, когда система предупреждает при выезде с полосы, опасности при выезде из слепых участков, малой дистанции к впереди идущей машине и так далее. И второй вариант ассистента, когда машина сама может двигаться в полосе, держать дистанцию, двигаться в пробках, уходить от столкновения и многое другое. И заключительный пункт – красота. Если, уходя от своего автомобиля, вы не оборачиваетесь на него, вы купили не тот автомобиль. К счастью, с 5-й серии вам это не грозит. Рестайлинг G30 получился крайне удачным. Благодаря нескольким чертам дизайнерам удалось вдохнуть в 5-ку новую жизнь. Автомобиль получился выдержанным в лучших традициях марки. Машина получила новый передний бампер, решетку, а также новую оптику спереди и сзади. Используя вариант классического исполнения, вы можете придать автомобилю строгости или, добавив ему агрессивности при помощи пакета M-Sport. В общем, 5-я серия может быть такой, какой вы ее видите. Этот автомобиль не имеет определенный типаж. Вы будете уместно смотреться в нем, несмотря на ваш статус и семейное положение. Студент, менеджер среднего звена или небольшая семья. Но самое главное, выбирая 5-ю серию, вы не идете на компромиссы. Вы выбираете автомобиль, в котором все включено. Мощное, динамичное, универсальное, просторное, безопасное и комфортное. Ставьте лайк, если вам понравилась 5-я серия. Напишите в комментариях, за что именно она вам понравилась. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И подписывайтесь на наш канал. А пока, до следующей BMW.